Я никогда не думала, что выйду замуж за мужчину с такой матерью. Когда я познакомилась с Игорем, он казался идеальным, заботливый, внимательный, понимающий. Мы встречались 2 года, прежде чем он сделал мне предложение. Я была счастлива, не подозревая, что впереди меня ждет настоящее испытание. Свекровь Маргарита Васильевна с самого начала меня не приняла. Она смотрела на меня, как на соринку в глазу, словно я недостойна ее сына. Но даже ее холодный взгляд не мог омрачить моего счастья. Я была влюблена и верила, что любовь способна преодолеть любые преграды. Первые месяцы после свадьбы прошли относительно спокойно. Маргарита Васильевна держалась отстраненно, лишь изредка бросая колкие замечания. Но когда мы с Игорем переехали в их двухэтажный дом, все изменилось. «Уж не знаю, чем ты его приворожила», – бросила она однажды за обедом, помешивая ложкой в тарелке с супом. «Но я-то вижу, кто ты на самом деле. Охотница за богатым мужем». Эти слова больно ранили. Я ведь никогда не интересовалась деньгами Игоря. У меня была хорошая работа в рекламном агентстве. Но свекровь словно задалась целью сделать мою жизнь невыносимой. Я проглотила ком в горле и промолчала. Я ведь воспитана быть вежливой, уважать старших. Просто нужно время, и она меня примет, думала я. Но день за днем ее колкости становились все более жестокими. В семье мужа женщина должна служить, говорила она, наблюдая, как я мою пол после ужина, а не сидеть в телефоне, как ты. Я просто написала маме, оправдывалась я. Маме? Передразнила она. Ну да, конечно. Маленькая девочка скучает по мамочке. Надо было за куклу замуж выходить, а не за моего сына. Каждое утро начиналось с придирок. То я неправильно заправила постель, то кофе сварила слишком крепкий, то рубашку Игоря недостаточно тщательно выгладила. Маргарита Васильевна следила за каждым моим шагом, не упуская возможности указать на мои недостатки. Игорь словно не замечал происходящего. Когда я пыталась поговорить с ним, он отмахивался. «Мама просто хочет как лучше. Она заботится о нашей семье». «Да она просто строгая, не воспринимай так близко к сердцу», — говорил он, обнимая меня. «Мамы иногда бывают резкими, но она тебя любит». «Любит?» В голове не укладывалось, как можно любить и унижать одновременно. Но я снова промолчала. Однажды вечером, когда я готовила ужин, свекровь подошла сзади и прошипела. «Знаешь, почему у тебя нет детей? Потому что ты эгоистка. Думаешь только о своей карьере. Такие, как ты, не должны становиться матерями». Я расплакалась прямо на кухне. Мы с Игорем уже год пытались завести ребенка, но безуспешно. Эта тема была особенно болезненной для меня. Когда муж вернулся с работы и увидел мои слезы, он лишь пожал плечами. «Ну что ты так близко к сердцу принимаешь?» Мама почувствовала неладное во время наших телефонных разговоров. Я старалась не жаловаться, но голос выдавал мое состояние. Когда она приехала без предупреждения, я была одновременно напугана и обрадована. Маргарита Васильевна встретила ее во всеоружии. «А, явилась!» – фыркнула она. «Полюбуйся на свою дочь. Ты своей дочке совсем мозгов не вложила. Не готовить не умеет, не убираться. Только и знает, что в телефоне сидеть да жаловаться». Мама спокойно посмотрела на нее. «Простите, а кто дал вам право так говорить о моей дочери?» Свекровь растерялась, но быстро взяла себя в руки. «Я просто хочу, чтобы мой сын жил в чистоте и уюте, а не терпел безрукую жену». «Правда?» Мама сложила руки на груди. «А ничего, что он взрослый мужчина, который может убрать за собой сам? Или он у вас вечный ребенок?» Свекровь открыла рот, но мама не дала ей вставить и слова. «Вы оскорбляли мою дочь при каждом удобном случае. Но теперь это закончилось. Вы не имеете права унижать ее, понимаете? Ни вы, ни ваш сын. Маргарита Васильевна, вы когда-нибудь задумывались, почему ваш сын до 30 лет жил с мамой? Может быть, потому что вы душите всех, кто пытается его полюбить?» Я смотрела на нее с замиранием сердца. Никто еще не вставал за меня так открыто и решительно. Свекровь покраснела. Игорь вошел в комнату и, увидев обстановку, нахмурился. «Что здесь происходит?» «Я говорю с твоей матерью», – твердо сказала мама. «С сегодняшнего дня моя дочь уезжает. Ты можешь остаться с мамочкой, если тебе так удобно». Я сжала губы, ожидая его реакции. Он переводил взгляд с меня на мать, словно не понимая, что делать. «Игорь, ты со мной?» – прошептала я. Молчание. Он отвернулся. Это был ответ.
Мама взяла меня за руку. «Поехали», – сказала она. Я больше не молчала. Мы уехали в мою родительскую квартиру. Первые дни я просто спала. Впервые за долгое время меня никто не упрекал, не осуждал, не унижал. Мама не спрашивала ничего, но я видела ее заботу в каждой детали. В теплом чае по утрам, в заботливом прикосновении к плечу. Спустя неделю я подала на развод. Игорь не звонил и не писал. Я ожидала, что он попробует что-то объяснить, но, похоже, его все устраивало. Лишь свекровь оставила голосовое сообщение. «Ты разрушила нашу семью. Ты слабая. Никто тебя не полюбит». Я удалила сообщение и улыбнулась. Теперь мне было все равно. Развод прошел быстро, Игорь не сопротивлялся, словно с облегчением отпуская меня. Я вернулась к родителям, начала ходить к психологу и постепенно восстанавливала свою самооценку. Через год я случайно встретила бывшую одноклассницу Игоря. От нее я узнала, что он снова женился на молодой медсестре из частной клиники. «Знаешь», – сказала одноклассница, – «история повторяется. Его мать и новую невестку постоянно третирует». Прошло еще 2 года. Я вышла замуж за прекрасного человека, родила дочь. Однажды в торговом центре я столкнулась с Игорем. Он выглядел измученным и постаревшим. «Привет», – сказал он неуверенно. «Как ты?» Мы присели в кафе. Игорь рассказал, что его вторая жена Светлана оказалась с характером. Она не стала терпеть придирки свекрови и поставила ультиматум. Либо они переезжают отдельно, либо развод. Мама была в ярости. Вздохнул Игорь. Но Света настояла на своем. Мы купили квартиру в другом районе. А потом родился сын. История продолжилась неожиданным образом. Светлана, в отличие от меня, оказалась сильной женщиной. Она не только отстояла право на отдельное жилье, но и помогла Игорю увидеть ситуацию со стороны. «Знаешь», – продолжал Игорь, – «Света заставила меня ходить к психологу. Я многое понял. О себе, о маме, о тебе. Прости меня». Маргарита Васильевна осталась одна в большом доме. Когда она попыталась манипулировать внуком, Светлана просто перестала привозить его к бабушке. «Токсичным людям не место в жизни моего ребенка», – заявила она. Сейчас, спустя 5 лет, я могу сказать, что все случилось к лучшему. Маргарита Васильевна живет одна, ее властный характер отвернул от нее даже соседей. Игорь навещает ее раз в месяц, но близости между ними больше нет. Светлана смогла сделать то, что не удалось мне. Она не только защитила себя, но и помогла Игорю вырваться из токсичных отношений с матерью. Иногда я думаю, что должна быть благодарна свекрови. Если бы не она, я бы никогда не встретила своего настоящего счастья. А Маргарита Васильевна, говорят, она часто сидит у окна, глядя на пустую улицу. Возможно, теперь она понимает, что своими руками разрушила отношения с сыном и его семьей. Но уже слишком поздно что-то менять. В этой истории нет победителей и проигравших. Есть только жизненный урок. Токсичные отношения разрушают не только тех, на кого направлена агрессия, но и самих агрессоров. И иногда лучшее наказание – это одиночество, которое человек создал себе сам.